Так, ну что, я хотел продолжать по этой теме, ведь само вот это приложение DAW, так называемый секвенсор, им надо научиться пользоваться, музыку сочинять, писать музыку. Это, конечно, благое дело, но нужно научиться все-таки им пользоваться. Ну, поэтому я как учусь? Я, конечно, видео смотрю, блогеров смотрю, кто это ведет, кто и занимается именно поддержкой. Есть регистрация на неких каналах бесплатная. Это я все смотрю. Пока регистрации я не имею, ну, на примете, да, возможно, потому что там все можно бесплатно скачать. А мне зачем что-то скачать, если мне вначале надо чему-то научиться? Поэтому продолжаем. Ну вот, например, какие инструменты? Это просто у меня уже установленная, то есть зафиксированная настройки. Вот у меня вот такие настройки. Вот я так установил. Хотя, может быть, у кого-то, у грамотных более людей, у них как-то по-другому. Но я все равно где-то смотрел что-то у кого-то. Но ведь часто я ее переустанавливал, поэтому путался всегда, как же правильно. Поэтому я всегда проверяю методом тыка. Это верная это проверка, так сказать. Просто что бывает иногда вот эти, что нажимаешь, они не всегда срабатывают здесь вот на экране, не всегда видны. Ну вот я в основном сейчас так учусь. Так, ну вот такие вот настройки. Тут что-то изменилось, я вообще-то ставил тут 121, а я ставлю 117. Как бы, чтобы все вылазило нормально. Так, ну вот так вот. Возможно, это не совсем все правильно. Так, я могу на свой ставить это аудиокарту. Так. Я не нажимаю тут ок. Ну, как она. Так, чтобы проверить, звук идет или нет, если вы в наушниках, то вот эту кнопочку нажимаете, она вас пикать. Ну, тихо так должно быть. Если будет громко, значит что-то не в порядке. Где-то что-то не так. Надо искать причину эту. Ну, у меня вот здесь такие микрофоны устанавливаются. Я нижнюю часть у себя ставлю здесь. Если говорить о ASIO, то есть у него тут вот такая информация. Тоже так же все. Так. Ну, только здесь еще вот такая вот. Тут нужно настраивать, чтобы не трещало, как сказать. Там какая-то задержка идет, буфер. Тут вот написано буфер. Так, фонит что-то. Надо постучать по микрофону. Поэтому я эти настройки себе не настраиваю. У меня есть своя аудиокарта, это микшер. И все, вот так и нажимаю. Слабенько шумит. Гудит, пикает. Здесь у меня Minilab 3 установлено. Вот такие настроечки. Здесь же просто я поправляю куда что. Ну тут вот видите, ничего как бы. Здесь, например, вот написано тут ливый рекордер. Так и выбираю ливый рекордер. Вот она. Просто так раз. Тут я ничего не меняю. Ну вот кроме вот этого. А она тут сразу автоматически сюда устанавливается. Вон, кэш написано. Кэш. Тут вот так вот. То есть это Elvis на английском, что могут, ну, если интернет подключен, она информация идет через эти серверы, наверное, и они могут просматривать, какая ошибка у вас там произошла, ну, чтобы исправлять их. Так, тут вот она как бы вот здесь будет сразу отмечаться. То есть вот это паск. Вот если я включу, что-то меняется, ну, хотя это можно включить. А вот это вот у меня, она, в общем-то, тут ее нету, видите? Облачное это облако, как говорят.
А это у нас... Что это такое у нас? Push. Тоже у меня такой версии нету. Вот она. Видите, что-то тут написано на английском. Активация Push. Вот я ничего не делаю, поэтому я ее отключаю. Так. Здесь узер Libraro. В Бретон захожу. Узер Libraro. Вот так. Раз. Здесь фактор Pask. Я эту папку удалил. Там у меня ничего сейчас нету. Они, эти папки, скачиваются с официального сайта. Там есть. Ну, звуки там есть. Так. Далее. Plugins. Plugins у меня уже вот тут установлен. Я вот этот VST плюгин, это VST 2. То есть, когда заходишь, вот она папка. Это VST плюгин. Видите, тут сразу пропечаталось, поэтому выбор так сразу. Здесь же VST 3 обычно происходит у нас. Вот она. Поэтому вот тут сразу также нажимаешь. Вот они, вот эти папки. Если я отключу, они вот здесь пропадут у меня. Вот так он пересканировал. Мультиплей плюгин Windows. Так хрен знает, что это такое. Короче, я же не могу переводить их. И не собираюсь переводить. Кому надо, тот пускай переводит. Так, рекорд. Тут я это показывал вроде как. Ну вот. Это у меня авторизованная версия. Так, ну что дальше? Пойдем мы. Дальше мы пойдем. Вот, например, в это треки. У меня их тут 8 дорожек. Это ревибрация идет. Делай, делай. Это майн миксер, так называемый. Тут есть у него настроечки в правом нижнем углу. То есть вот они, вот эти. Ну, у меня вот так включено. То есть, если я вот эту галочку выключу, вот эти штуковины пропадут. Нужны они мне или нет? Да хрен знает. Пока не нужны, потому что мне пока не до этого. Здесь же я могу настроить. Ну вот, например, сейчас в первый трек я помещу какую-то музыку из плюгин. Я могу поместить вот точно так же и Sound. Sound это просто мелодия у нас. Всякого толка. Ну, допустим, вот это мы сейчас сюда поместим. Или 2 раза левой кнопкой мыши сюда, просто по ней щелкаем, клик делаем, и она у нас сюда пропишется. Или просто вот так туда. Возьмем левой кнопкой мыши и туда ставим, устанавливаем. Здесь в основном еще можно установить аудиодорожки, треки. Вот они есть. Вот я, допустим, аудиотрек помещаю. Вот он сюда поместился у меня. Так, ну у меня тут так зафиксировано, поэтому я нажимаю Ctrl-Z и назад делаю это действие. И все, она у меня как бы Ctrl-I. Вот она опять туда же. Так. Тут же она у меня синхронизация произошла-то с Minilab 3. Линк, вот. Вот они. То есть можно синхронизацию нажать, но она вообще-то у меня автоматически синхронизация происходит. Поэтому все кнопки вот эти, которые, они у меня зафиксированы именно с моей Minilab 3. То есть на пэдах есть рисунки такие вот. Это запуск, это стоп, не видно. Это запись аранжировки, это запись сессионная вот это. Все у меня это на Minilab 3, поэтому я не лезу сюда ни на клавиатуру ноутбука, ни сюда курсором не тыкаю, как говорится. Хоть у меня есть метод всегда тыкать. Ну а что? Это можно вот так вот, если я выбираю, допустим, это, и тут у меня есть уже звук, я уже на Minilab вот так эти настройки фейдерли, вот так их регулирую, или точно так же громкость и вот этот основной. Вот этот основной, как сказать, миксер, звук, громкость, видите, самая правая с Minilab 3. Я могу вот так вместо миксера поставить
И вот у меня будет тут или стерео, или левый, правый. Ну, я пока ставлю миксер. То есть этим громкость регулирую. Ну вот давайте послушаем. Я на клавиатуру нажимаю. Так, сейчас погромче сделаем. Можно тут сделать погромче. В миксере. Так. Что? Какие у нас кнопки клавиатуры есть, чтобы... Тап, например, нажимая на клавиатуре. Переходим в аранжировку. Или же вот сюда. Тыкаем, как говорится. Точно так же можно еще вот сюда тыкнуть. Просто тыкаете и проверяете, что произойдет. Ну, как бы, чтобы запоминать. Не всегда, чтобы смотреть блогеров. Хотя я тоже так своего рода блогер. Поэтому блогеров мы не сказать, что мы не смотрим. Конечно же, мы смотрим, потому что интересно просто посмотреть. Поставить им оценку свою. Написать комментарий. Поэтому это все интересно. Вот это вот приложение находится вот так вот. Я его раз вот так отключаю, она выдвигается сюда. Потом кнопку Tab нажимаешь и опять в аранжировку. Или же сюда вот так опять. Или же можно курсором просто его, ага, вот так можно. Чтобы, говорил я уже в другом видео, чтобы открыть вот этот Piano Roll, нужно по одному из трех у меня, из четырех. Если была бы эта аудиодорожка, у меня бы вот этот Piano Roll включается только MIDI команды, когда подаешь там или через клавиатуру, или клавиатуру ноутбука, допустим, или компьютера, или точно так же через клавиатуру Minilab 3, допустим, или какой-то MIDI клавиатуры. То есть я одну из них щелкаю, вот, допустим, 2 раза мышкой левой. И все. И вот когда у меня вот этот Piano Roll включился, я должен вот раз я его включил, я его должен раз вот так провести. Потому что именно в это место будет и прописываться вот эти ноты. Так можно поднять ее. Или же Ctrl-Alt E. Увеличивать до конца, да? Так. Ну, туда еще нужно дотянуться, поэтому я так вот курсором передвигаю. Ctrl колесико, это вверх, вниз. Это вдоль, это растягивать. Если вот это увидите, что она движется, нужно нажать Alt, просто ничего не трогая, Alt нажимаете, она пропадает. Что это такое, не знаю. Это же у нас по вертикали. Тыдым, тыдым, сюдым. Тыдым, сюдым, сюдым. Растягивает, да, вот она какая нота. Мы сейчас нажмем на ноту. Но у нас не пропишется нота. То есть нужно включать вот этот карандашик. Этот пока я не буду включать. Я забыл, что-то мульти обозначается. Тут есть перевод, когда нужно какой-то. Ну тут же все на английском. Кто умеет читать, переводить, то переводит сразу. Я же просто пользуюсь программой. Пока, так как она место занимает, я ее отключаю. И вот карандашик я нажал и писать собираюсь ноту. Чтобы она звучала, естественно, нужно сюда поместить. Вот видите, она уже сразу пропечаталась. То есть в этот... Но она пропечаталась туда, где нету никакого звука. Вот можно здесь прописать 2 раза, сюда щелкнуть, и здесь будем писать, так как звук уже здесь есть. Вот кнопка у нас включена, так как я пользуюсь Minilab, поэтому, или MIDI клавиатурой, и, естественно, она у меня уже будет звучать. Ну, допустим, я сейчас вот это беру и просто удаляю, вот курсор навожу, и вот так, раз вот так делаю, и нажимаю, допустим, Delete или Good. Ну-ка, Good нажмем. Видите, это не пропадает. Если я Delete нажму, она, видать, вот этот MIDI трек вообще удалиться может. А мне его не нужно удалять. Почему? Потому что если я его удалю, у меня настройка пропадет. То есть, если я на Pad буду у себя нажимать, вот в данном случае я сейчас вам покажу. Видите, она у меня все последовательность идет. А если, допустим, я вот этот возьму и удалю его. Так, это тогда, если я зайду в Tab нажму кнопочку. Вот, один исчез MIDI трек. Чтобы его вернуть, просто Ctrl-Z нажимаете. Все. То есть она все, синхронизация происходит как с синхронным, точно так же в аранжировке. И точно так же в этом
Piano Roll. Ну, так как у меня здесь сейчас звука нету, надо перейти в аранжировку. Fold это когда все в сборе делает. Так, тут у нас есть поля. Вот видите, это короткий такой звук. Если мы заходим сюда на строчку, вот это привязка к сетке, вот к этой сетке. Это у нас вот эта сетка будет, размер сетки будет меняться. Все, она, сетка меняется. Для чего это нужно? Это потом по ходу действия сами когда-то поймете. Я сам что... Ну, это ноты просто пишутся. Вот это коротенькие ноты. Так, а это у нас совсем малюсенький, малюсенький. Так, это вот такой, вот такая. Это вот средняя, там в переводе написано так. Это у нас вот так вот, тоже малюсенький. Это побольше, да? Чтобы это удалить, просто нажимаем левой кнопкой мыши и вот так удаляем. Бывает, она не сразу удаляется, потому что... Ну вот карандашком она удаляется. Можно отключить карандашик и тоже удалить можно. Просто вот так, она это копировать. А удалять Ctrl-X. Или же Ctrl-Z вворачивать назад. Или Ctrl-I назад, вперед точнее. Ctrl-Z. Вот, допустим, скопировано. Я его Ctrl-C скопировал. И Ctrl-V. Нет. Ctrl-B. Нет, да? Ну, значит, надо навести курсор сюда. Чтобы скопировать. Вот так скопировали. Сюда наводите, наверное. Ну-ка. Ага, вот. Ctrl-V. Ctrl-B не получается, потому что это не FL Studio. Хотя, возможно, будет копироваться. Подождите. Ctrl-V. Ctrl-V копируется. Ctrl-Z убираю. Или же просто Ctrl-A и Ctrl-X удаление. Ctrl-Z, Ctrl-I, Ctrl-Z, Ctrl. Так. Ctrl колесико. Или же вот, чтобы двигать, вот. Сюда вот так наводите. Ага, чего наводите? У меня растянута она, да? И вот так тогда. Чум-чум, чум-чум-чум. Или вот так за край ведете. Ту-ду-ду-ду-дум-дум-дум. Можно здесь за край, наверное, вести. Наверное. Да, я же говорю, методом тыка я все проверяю. Так, вот сюда включаем. Значит, тут будет инструмент. Так как здесь у нас инструмента нету, поэтому ничего тут и нету. Пустое место. Если я сюда 2 раза тыкну это левой кнопкой мыши. Клик сделаю, да? Вот. Видите, тут прописалось, а здесь не прописывается, потому что вот и нужно вот эти рамки, границы давать, вот так курсором наводите, вот эти скобочки вот так открываются, она сразу все прописывается. А ну-ка вот это вот в Piano Roll, вот эта игра так называемая, ну вот она в одном фиксируется. Полностью это цельный трек. Чтобы его порезать, я его ни разу ничего пока не резал. Так, можно ввести его, да, вот так ручкой. Туда-сюда. Или же... ну, тут это, знаете, вот, это по ходу действия все. Так, вот так повели сюда, допустим, что мы тут можем сделать? Так, ну вот, например, сюда вы... Здесь звука у нас нету, поэтому ничего у нас тут не звучит. Я могу вот так на клавиатуре на Pad нажать. И стоп. Так. Так как у нас здесь звука нету, мы можем вот так его скопировать и перенести сюда, что ли. Ну-ка. Так, XV. Нет, XB не копируется. Значит, что мы берем вот так. Тудимс. Это я еще даже не знаю сам. Поэтому я пробую только что. Так, Ctrl-V. Нет. А ну-ка так. Еще раз копирую. Ctrl-C. Ctrl-V. Да, прописалось. И оказывается, вот это не надо ставить. Ну, потому что я тут скопировал. А это уже отдельный. Просто его можно удалить, наверное. Сейчас я, если перенесу, что у нас? Вот так оставим, допустим. Видите, она осталась там. Поэтому нужно его удалять, видимо. Она вот так удалилась.
Ага. Что у нас удалилось, когда я good нажал? Good, good, super good, 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 super good, tap. Кстати, это немецкая Ableton. Ableton. Так, ну что, можно просто, раз она у нас выделенная, мы нажимаем Del. Она у нас удаляется, да? И вот мы ведем сюда ее. А так как здесь у нас звук-то есть, а ну-ка. Ну это же я просто так нажимал, поэтому карандашик нажимаем. И вот сюда ведем. И или просто без них. Так, наводим. Еще не получается. Чтобы удобнее было, Alt, колесико растянули. Потом вот так довели. Чик, 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 чик. Просто мышкой 2 раза нажимаете, она удаляется. А если карандашиком, она прописывается. И вот так навести и удалить. Или вот так раз скобочку. Чтобы удобнее было, Ctrl колесико вот так растягивайте, как говорится. И вот так чум. И точно так же чум-чум. Тут, видать, можно карандашком резать сразу. Подождите. Как-то у меня получалось резать. Оно так сразу и удаляется, да? А, ну тут, наверное, зависит от этого еще. Так, вот, например, 1 и 2. Раз. Удалилось. Прописалось, удалилось. Ну тут, короче, по ходу действия надо изучать. И бояться этого не нужно. Запоминайте просто, изучайте. Вот так как. Просто работайте с этим делом. И все. И будете понимать потом. Поэтому, чтобы музыку писать. Так, что за у нас там ноты есть? Копирую, удаляю. Копирую, удаляю. Дель кнопка. Здесь же просто тут могу запись включить в аранжировке, допустим, вот так. Или курсором, или же у себя на клавиатуре. И буду на клавиатуре нажимать какие-то клавиши. Стоп. Так, подождите, а вот вы слышали? Что это? Я его запись, когда нажимал, он должен пикать у меня. Пим-пим-пим. Чтобы она пикала, надо включать настройки в рекорд. Ну вот эти кнопки, вот старт. И вот это, да? И это еще не все. Вот сюда заходите, как называется это? Ну, что шаги, темп, который темп. Раз. Вот так настройки, тогда будет нормально работать. Это вот это работает там, я сейчас не помню, забыл, как она там переводится. Короче, вот если 2 нажмете, она пим, 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 потом только включится. Так, пим, 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 чик, включилась. Это удобно, когда она пим-пим, это звук меняет. А ну-ка, сейчас мы звук поменяем. Вот классик. И запись нажимаю. Ну вот, да. Стоп, да. Или же вот сюда нажимаю. Опять запись. Ха, это неинтересное звучание какое-то. Подождите, куда это я зашел? Вот сюда. Запись. Так. Дель. Так, что бы такой звук какой-то выбрать? Пиано. Блин. Здесь звуки такие не особо интересные. Поэтому я захожу обычно... Вот это, чтобы на звук в наушниках звучал, вот так отключаете или включаете. Или если, чтобы он не постоянно не работал, какое-то в другое место переходите, оно перестает звучать. Так, я просто в плюгин захожу и... Есть у меня Sulenc, например. Вот она у меня сюда и прописалась, так как была светлая полоска здесь. Клик я делал, вот она у меня сюда прописалась. Теперь я, допустим, могу какой-то звук установить. Тут могу всякие настройки крутить, это очень большое количество. И вот запись, например, проделаем. Ну-ка.
А чтобы она сначала была, просто 2 раза по стопу нажимаете, и курсор в начало переходит. Про это же потом уже. Так, опять запись. Или же, например, я захожу в Tab, нажимаю на клавиатуре и нажимаю вот на эту кнопку. Или курсором, или у меня на Media Lab запись. И потом Pad нажимаю первый. Чук. Сюда нужно другой звук поместить. Ну ладно, пока все. Стоп.